А главный критерий получения убежища тогда и сейчас – это обоснованный страх, самый эффективный канал нелегальной экономической миграции. Это императивная норма международного права. За несколько тысяч долларов мигранту прописывают идеальный сценарий. Это уничтожение документов, удостоверяющих личность. Миграционный офицер, действуя строго по инструкции, ставит штамп об отказе. Для них каждый проситель убежища – это источник финансирования. Это порождает жесткий рост ксенофобии и радикализацию политического поля. Сегодня мы разберем один из самых парадоксальных и болезненных феноменов современной мировой юриспруденции. Почему глобальная система предоставления убежища поощряет обман и наказывает за честность? Если законопослушный специалист годами собирает справки, подтверждает квалификацию, платит пошлины и в итоге получает депортацию из-за помарки чиновника, то человек, переплывший границу без документов и придумавший историю о преследованиях, с высокой долей вероятности легализуется. Это не конспирология и не случайность, это прямой результат устройства международного гуманитарного права, созданного в середине 20 века и абсолютно не адаптированного в реалии 21 века. Давайте снимем розовые очки и посмотрим на сухие факты, юридические лазейки и статистику, которые объясняют, как работает эта деструктивная механика. Чтобы понять корень проблемы, нужно обратиться к фундаменту Женевской конвенции о статусе беженцев 1951 года. Этот документ создавался в эпоху Холодной войны для защиты вполне конкретных категорий людей, бегущих от тоталитарных режимов Европы. А главный критерий получения убежища тогда и сейчас – это обоснованный страх преследования по признаку расы, религии, гражданства, принадлежности к определенной социальной группе или политических убеждений. Ключевое слово здесь – преследование. Международное право четко разграничивает вынужденных беженцев и экономических мигрантов. Однако за прошедшие десятилетия грань между этими понятиями полностью стерлась в юридической практике, превратив гуманитарный инструмент в самый эффективный канал нелегальной экономической миграции. Главный парадокс системы заключается в так называемом стандарте доказывания. Честный мигрант, идущий по пути профессиональной или образовательной иммиграции, сталкивается с презумпцией виновности. Он обязан предоставить государству безупречный пакет документов, апостилированный диплом, выписки с банковских счетов с легальным источником происхождения средств, справки об отсутствии судимости, действующие контракты и так далее. Любая ошибка в датах, недостоверная сумма на счету или сомнение миграционного офицера в подлинности одной подписи ведут к мгновенному и окончательному отказу. Заявитель тратит тысячи долларов или евро на пошлины, юристов и так далее. Но государственная машина рассматривает его под лупой, минимизируя любые риски для своего собственного бюджета. В это же время система убежища работает по диаметрально противоположным правилам, где главным принципом является так называемый benefit of the doubt, то есть право на сомнение в пользу заявителя. Согласно руководствам Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев, от просителя убежища нельзя требовать жестких документальных доказательств. Логика проста. Человек, бегущий от смертельной опасности, не имеет возможности зайти в министерство за справкой об отсутствии судимости или взять выписку из банка. Поэтому базовым доказательством в данном кейсе на убежище становится устное показание заявителя, его личная история или так называемый бонфайт. Именно эта гуманитарная уступка и стала главной уязвимостью, которую научились эксплуатировать мошенники. Теперь давайте разберем технологию обмана, которую используют теневые миграционные юристы и криминальные синдикаты. Первое действие профессионального мошенника при пересечении границы или, например, подаче заявления – это уничтожение документов, удостоверяющих личность. Без паспорта депортировать человека обратно крайне сложно, так как ни одна страна не примет мигранта без подтвержденного гражданства.
Процесс установления личности через консульство может занимать годы. В этот правовой вакуум и внедряется вымышленная история. Существуют целые фабрики кейсов, где за несколько тысяч долларов мигранту прописывают идеальный сценарий. От вымышленных преследований за ориентацию до религиозных гонений или сфабрикованных политических дел. Честный человек, оказавшийся в реальной опасности, часто совершает роковую ошибку. Он говорит правду. Он рассказывает иммиграционному офицеру, что в его стране разрушена экономика, нет работы, медицинского обеспечения или что он просто боится общей нестабильности. С точки зрения Женевской конвенции это классический экономический мигрант. Бедность, разруха и отсутствие перспектив не являются юридическим основанием для предоставления статуса беженца. И вот чтобы не попасть в подобную ситуацию, нужно действовать очень грамотно и выверенно. Для этого обращайтесь к нам за персональной иммиграционной стратегией. Мы с командой детально проанализируем именно вашу конкретную ситуацию, подберем оптимальный путь к ВНЖ, ПМЖ и гражданству, оценим реальные перспективы и расскажем о доступных вам возможностях, о реальных возможностях. Вы получите четкий пошаговый план действий и понимание того, как достичь своей цели максимально эффективно и законно. Также рекомендую подписаться на мой YouTube-канал, чтобы знать больше и в перспективе не попасть на мошенников или недобросовестных юристов, потому что нюансов очень много. И конкретно в данном случае при оценке вас как беженца, миграционный офицер, действуя строго по инструкции, ставит штамп об отказе. Мошенник же, заучивший триггерные точки законодательства, четко произносит нужные маркеры. Названия конкретных радикальных группировок, имена вымышленных преследователей и статьи Уголовного кодекса родной страны, под которые он якобы попадает. Его история выглядит юридически более правильной, чем хаотичная реальность честного человека. Следующий фактор – это колоссальный кризис перегрузки судебных систем. В США, Германии, Франции и других развитых странах очереди на рассмотрение прошений убежища растягиваются на срок от 3 до 7 лет. И здесь включается чистая математика, которая играет как раз на руку мошенникам. С момента подачи заявления на убежище проситель переходит в статус легального, находящегося в стране человека. Ему выдается временное разрешение на работу, социальный номер и в ряде стран Европы бесплатное жилье, медицинская страховка и ежемесячное пособие. Для мошенника сам процесс ожидания суда уже является выигрышем. За 5-7 лет судебных тяжб он успеет завести семью, родить детей, которые получат гражданство по праву земли, или найти работодателя, готового его легализовать. Рассмотрим юридический прецедент, известный как принцип non-refoulement, то есть невыдворение. Это императивная норма международного права, которая запрещает государству высылать человека в страну, где ему угрожают пытки или существует прямая угроза его жизни. Даже если иммиграционный суд первой инстанции понимает, что история мигранта шита белыми нитками и отказывает в убежище, адвокаты мошенника запускают бесконечный цикл апелляций. Апелляция на решение миграционного судьи, затем жалоба в федеральный суд, затем обращение по гуманитарным основаниям. Каждый этап продлевает законное нахождение в стране на годы. Государство тратит миллионы бюджетных средств на содержание аппарата переводчиков, судей и социальных служб для обслуживания заведомо ложного кейса. В это же время законопослушный мигрант, получивший отказ по рабочей визе, не имеет права на подобные затяжные маневры. Если его контракт расторгнут, у него есть от 30 до 90 дней, чтобы покинуть страну. У него нет доступа к бесплатным адвокатам за счет налогоплательщиков страны пребывания. Ему никто не оплачивает жилье. Он вынужден уехать, потому что уважает закон. Таким образом, государство создает противоестественный отбор. Те, кто соблюдает правила, выдворяются при малейшем сбое. А те, кто сознательно идет на обман системы, получают долгосрочное право на проживание и легальную работу, пусть и с временными документами.
Особую роль в этой схеме играет индустрия так называемого политического туризма и правозащитных организаций. Вокруг системы убежища сформировалась гигантская многомиллиардная экосистема, состоящая из некоммерческих организаций, грантовых фондов и специализированных адвокатских контор. Для них каждый проситель убежища – это источник финансирования. Чем больше кейсов находится в производстве, тем больше дотаций получает фонд от государства или филантропов. В результате правозащитники часто выступают не за справедливый отбор реальных жертв, а за максимальное усложнение процедуры депортации для всех без исключения, и даже включая лиц с криминальным прошлым. Это парализует исполнительную власть. Статистика подтверждает этот системный сбой. По данным Евростата и Министерства внутренней безопасности США, более 60% поданных прошений об убежище признаются необоснованными или заведомо ложными на этапе финального рассмотрения. Однако реальный процент депортации тех, кто получил отказ, редко превышает 15-20%. Куда деваются остальные тогда? Они остаются в серой зоне, пользуясь тем, что у государств просто нет физических и финансовых ресурсов для депортации сотен тысяч, а в некоторых даже случаях миллионов человек. Спустя время многие из них попадают под очередные иммиграционные амнистии, которые периодически объявляют правительство для снижения нагрузки на полицию и налоговые органы. К чему приводит такая политика в долгосрочной перспективе? Она полностью уничтожает общественный договор и дискредитирует саму идею гуманитарной помощи. Налогоплательщики видят, что их деньги идут на содержание людей, которые проникли в страну путем обмана и манипуляциями законами. Это порождает жесткий рост ксенофобии и радикализацию политического поля. В то же время экономика теряет высококвалифицированные кадры, которые не могут пробиться через бюрократические стены легальной миграции. Потому что система, созданная для защиты жертв тирании, превратилась в глобальный конвейер по легализации тех, кто оказался достаточно циничен, чтобы использовать гуманизм как инструмент для достижения личных экономических целей. Пока правила игры не будут радикально изменены, а категории оценки не станут жестко привязаны к верифицируемым фактам, честность в миграционных вопросах будет оставаться проигрышной стратегией. Подпишитесь, чтобы знать больше, друзья. Всем добра и слава Украине. На связи.